Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы сделать обзор на младшую сестру вот этого оракула мистических моментов, Таро мистических моментов от издательства US Game Systems, автором которых является Кэтрин Вельцштайн. Обе колоды выполнены в стиле сюрреализма и цифрового художественного коллажа. Премьера колоды Таро состоялась 4 января 2021 года, но, к сожалению, она долго не была доступна на крупных торговых площадках, и купить ее можно было только на официальном сайте US Game Systems. А доставка у них возможна только не на территории США. Она появилась на американском Амазоне где-то в начале февраля. Я ее заказала, в течение недели она ко мне приехала. Она пришла ко мне вот в такой красочной, плотной, прочной US Game System'овской упаковке с серебряным тиснением. В описании здесь говорится, что художница создавала колоду в своем фирменном стиле коллажа, которая состоит из 83 карт и включает 5 дополнительных женские версии королей и императора. Имея дополнительные карты, вы можете их или оставить и работать с 83, а можете исключить женские или мужские дополнительные карты и работать по классике. Кстати, если вам нравится творчество Кэтрин, можете подписаться на нее и Инстаграм. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Я уже говорила, еще раз говорю, что я рекомендую подписываться в Инстаграм на художников или авторов карт, поскольку их рисунки помогают лично мне не только отвлечься от ежедневной суеты, но и тем самым понять лучше автора, что он пытается донести нам через свое творчество. Ну а мы возвращаемся к нашей упаковке. Крышка средней плотности. Легко открывается, но она не болтается. Вот, например, как было в последнем оракуле The Elemental Oracle от издательства Rockpool Publishing. Дальше. Первое, что мы видим, это МБК. Хорошего качества, 95 страниц. Что мы имеем? Вступление, в котором Кэтрин рассказывает, как начала работать над этой колодой, что она ее начала в 2016 году, о том, как Таро появилось в ее жизни, о пути создания данной колоды, о эмоциональных взлетах и падениях, что она часто чувствовала себя во время создания данной колоды в нулевом аркане. Дальше мы видим значение арканов, то есть описание карты, и в которой объясняется символизм конкретной карты и прямое и перевернутое значение. На что еще хотела обратить ваше внимание? Поскольку мы имеем женские и мужские версии королей и императора, вот. Когда мы посмотрим на ключевые значения в мужской и женской версии, ключевые слова совпадают. Но описание карты значительно изменяется, что дополняет женские карты мужских арканов новыми значениями. Имейте в виду, в конце карты, в конце инструкции у нас имеется один расклад и информация об авторе. Я думаю, что данная инструкция стоит внимания.
Да, информация сжата, информации мало. Это вам не мануал с Таро Хранителей снов, где каждая карта расписывается на 1,5-2 страницы. Нет, но вы здесь найдете авторское видение колоды, может что-то найдете интересненькое для себя, и что поможет вам быстрее выработать собственные значения в данной колоде. Итак, переходим непосредственно к нашим картам. Первое, что мы видим, рекламная карта. Вы здесь ее можете использовать по своему усмотрению. Итак, карты имеют серебряный срез. Напыление осыпается, но незначительно. Есть колоды, например, с того, что я слышала, тот же Таро Источника, да, и Фонтейн Таро, то там вообще катастрофа. Вырубка идеальная, ничего нигде не кошлатится. Карты сами глянцевые и очень скользкие. Давайте сравним быстренько Таро и Оракул. Вот мы видим, что Таро шире, высота Оракула и Таро одинаковая. Рубашка выполнена в похожем стиле и цветовой гамме. Дальше. Карты в Оракуле матовые, здесь карты глянцевые. Глянцевые, они очень скользкие. Да, я любитель глянцевых колод. Я люблю, когда это скользит, когда блестит, но слушайте, это слишком даже для меня. Все время эти карты куда-то убегают, валятся с рук, но очень тяжело их перемешать. Кстати, если вы, например, зайдете на Amazon в отзывы к данной колоде, то увидите, что практически каждый другой отзыв имеет жалобу по поводу покрытия. И знаете, я сейчас что заметила? Перед обзором я зашла на все Амазоны, по крайней мере, это было несколько часов назад. Я зашла на все Амазоны, и я не увидела данной колоды на всех возможных Амазонах. Может быть, издательство ее изъяло, чтобы исправить вот это покрытие. Ну, не знаю, посмотрим. А может, просто очередной бестселлер в мире Таро. Ну что ж, еще на что хотела обратить внимание. Качество. Карты плотные, гибкие, цветопередача, качество печати отличное, четкость также. Здесь у меня нет никаких претензий. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за хвост и перейдем непосредственно к нашим картам. Дурак. Маг. Верховная жрица. Императрица. Император. Две версии. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник. Колесо фортуны. Справедливость.
Повешенная, повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Почему-то мне очень напоминает именно сказку Аладдин из диснеевских мультиков. Кстати, вы заметили, что дурак, отшельник, маг стали женщинами? И повешенный. Луна. Солнце. Суд. Мир. Младшие арканы. Итак, в младших арканах символы, они не изображены в привычном для нас виде. Поэтому мы быстренько пробежимся по соответствующим элементам, которые появляются в количестве, соответствующем номеру карты. Также стоит, но не по всех картах, также взять стоит во внимание, что каждая масть выделена своим цветом. Жезлы – это бежевый, чаши – это голубой, мечи – зеленый и пентакли – желтоватый. Но при плохом освещении, честно скажу, что цвета немножко сливаются и ничего не видно. Дальше. Жезлы. Туз жезлов. Цветок 1. Двойка жезлов. Земля и луна. Тройка жезлов. 3 косы. Вот таким образом у нас поданы младшие арканы. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Вот 6 птичек, черных птичек, сидящих на цветке. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. 9 шрамов. Десятка жезлов. 10 тюльпанов. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Очень красивые такие павлиные перья. Очень мне нравится эта карта. Король жезлов и король жезлов. Кубки. Туз кубков. Двойка кубков. Ну, тут все очевидно. Тройка кубков. Четверка кубков. 4 цвета. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Вот, кстати, эта карта использована для обложки, упаковки данной колоды, но в немецкой версии.
семерка кубков, восьмерка кубков. Да, здесь мы видим 8, прошу прощения, 4 пары животных и 8 вот здесь точек. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. Чими-чими. Ача-ача. Прошу прощения. Королева кубков. Король кубков. Туз мечей. Знаете, вот я не знаю, как это называется в русском языке. Эта ракушка, да, мне напоминает туз мечей старого светлого провидца. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. 5 нитей. Шестерка мечей. 6 штучек. Семерка мечей. Восьмерка мечей. 8 деревьев. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Король мечей. Я как бы не люблю карты королевы мечей. Всегда она изображена такая устрашающая, злая, ледяная ведьма. Здесь очень она такая красивая. Прошу прощения, короля мечей. Ну, король мечей тоже не сильно, если речь идет о художественном исполнении, ничем не отличается от королевы. В других колодах. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. 4 окна. 4 замка. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. 7 яблок. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей.
Десятка пентаклей. Да, здесь 10 кругов и 10 лепестков. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. И короли пентаклей. То есть женщина красивая и мужчина. Ну что ж, Таро мистических моментов — это прекрасная, как для меня, яркая колода с красивыми рисунками, интересной авторской подачей. Очень-очень красивая. Эти карты, знаете, они загадочны. И нужно немножко посидеть над ними, чтобы раскрыть их смысл. У них такая, знаете, теплая, приятная энергетика. Подойдет ли она новичкам? Я думаю, нет. Да и информации недостаточно в МБК. Но у меня эта колода, знаете, вызвала только положительные эмоции, начиная и от рисунков, заканчивая качеством самой колоды. Лично для меня она, знаете, она настолько прекрасна, что мой восторг не омрачает ни глянец, ни осыпающийся срез. Напишите в комментариях, как вам данная колода, есть ли она ли у вас, хотите вы ли ее купить, как вам с ней работается. Напишите, пожалуйста, свои впечатления, мне очень важна и обратная связь, и также интересно ваше мнение. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем хорошего дня, до новых встреч, пока-пока.